Здравствуйте, друзья! В этом выпуске прозвучит одна длинная история. Если кто-то не любит слушать такие истории, а приемлет только короткие, то пропускайте этот выпуск. Сегодня предполагается еще 2 выпуска. И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия YouTube. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть YouTube для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Ведьма баба Наталья. Автор Аличешин. Хочу поведать вам историю из моей жизни о том, как я знал одну бабушку. История эта очень длинная, и не знаю, напечатаете вы ее или нет, но все равно напишу. Я разделил ее на 2 части. Часть первая. Бесы в душе моей. Был 2000 год, и я вернулся из армии. Тогда как раз опять Чечня началась. В общем, вернулся я злой, как собака. Сам себя не узнавал. Откуда во мне появилось столько злости и гнева, было непонятно. И чем дальше, тем становилось хуже. Дома постоянные скандалы, на работе скандалы. И все из-за меня. Я не мог нормально общаться с людьми. Меня бесило все и все. Этот гнев не давал мне жить. Он уничтожал меня изнутри, сжигал мне душу. Я не понимал, что со мной происходит, и от этого мне становилось страшно. Может, кому-то знакомо такое состояние, когда вдруг понимаешь, что больше не можешь управлять собой. Какой-то злой демон поселился в душе и завладел разумом. Потом со мной стали происходить и вовсе странные вещи. То занавески взлетали до потолка в комнате, в которой я находился, то ночью ко мне являлись какие-то похожие на людей сущности. Я просыпался, смотрел на них и не мог пошевелиться. Был какой-то паралич и дикий страх. После таких видений утром я просыпался, как выжатый лимон. Был упадок сил, и мне ничего не хотелось. Много раз я пробовал вести себя спокойно, но злость и гнев становились только сильнее. Все это было похоже на медленное самоубийство. Иногда, общаясь с каким-нибудь человеком, стоило мне чуть пристальнее посмотреть ему в глаза, и он, меняясь в лице, начинал теряться и старался побыстрее прекратить этот разговор. Я думаю, люди каким-то чувством вдруг понимали, кто я на самом деле. Так я отучился смотреть людям в глаза. Мама узнала про какую-то бабку, которая жила недалеко и лечила людей, и стала постоянно уговаривать меня съездить к ней. И вот в один день я все-таки решил съездить. Бросил все, сел в машину и поехал. Точнее сказать, попёрся заранее злой на бабку и на весь белый свет. На стук в калитку загавкала собака, и долго никто не выходил. Потом появилась старенькая бабуся, открыла калитку и, затыкая собаку, стала спрашивать, что мне надо. После того, как я ей объяснил, бабка велела ехать домой, взять баллон, налить водой и с этим баллоном приехать к ней. И вот я с баллоном воды захожу к этой бабке в дом. Она сажает меня за стол, ставит баллон поближе к окошку и, прочитав «Отче наш» и несколько раз перекрестившись, начинает читать какой-то наговор на воду. Низко наклонившись над баллоном, вот-вот губами коснется воды и поочередно кидая туда 3 зажженные спички. Прочитав наговор, бабка стала дуть на воду и пристально смотреть на нее, после чего заявила: «Плохо тебе, мальчик». Сказала, что не знает, что это, но гости, которые приходят ко мне ночью, забирают мою жизненную силу. Сказала, что я должен понемногу пить эту воду, растирать ею грудь и побрызгать все в доме, а когда вода закончится, прийти еще. И так 3 раза. Выходя от бабки, я подумал: много ж ты знаешь, карга старая.
Старухе было 87 лет, и звали ее Наталья. Все произошедшее показалось мне сущим бредом. Когда я выходил из калитки, меня за щиколотку тяпнула ее собака, и я чуть не размазал ее по асфальту. Как сдержался, не знаю, но по дороге домой решил, что назначенные старухой процедуры все-таки выполню. Время шло, и я делал все как велено. К концу 4-го дня водичка стала заканчиваться, а я испытывал какие-то непонятные, незнакомые мне чувства и ощущения. В голове что-то происходило, но заметил, что мне это нравится. Мне было как-то хорошо от этих незнакомых чувств. Ночью проснулся от того, что кто-то сильно матерился. Открыв глаза, я увидел перед своим лицом висящий в воздухе белый полупрозрачный шар. Пошевелиться я не мог, страха не было, а матерная ругань шла из меня. Не знаю, как это описать, но я слышал, чувствовал и ощущал, как два неких существа, находящихся внутри меня, один под левым ребром, другой под правым, сильно ругались между собой и параллельно материли меня. Что было дальше, даже не помню. Проснулся уже утром и перед работой, прихватив новый баллон с водой, поехал к бабуле. Бабка была рада встрече и, усадив меня за стол, стала долго и заковыристо пересказывать фильм, который посмотрела накануне вечером. Примерно через час увлекательнейшего рассказа я плавненько перевел разговор в нужное русло, рассказав старушке об изменениях, происходящих со мной, а также о моих опасениях стать пациентом дурдома. Видно было, что старушка очень одинока. Успокоив меня, бабушка заявила, что и не таких вылечивала, и сходу начала рассказывать про людей, которые к ней обращались и обращаются за помощью. На работу я уже опоздал. Позвонил начальнице и отпросился до обеда, а сам решил уделить время бабушке. Уж очень хорошо и легко было у нее в гостях. Да и постепенно я стал понимать, что человек она очень непростой. Бабуля рассказывала мне про удивительные вещи, о которых я понятия не имел, но зато имел интерес ко всему мистическому, как, наверное, и все люди. Особенно интересны были рассказы о том, как ведьмы наводят порчи, как всякая нечисть действует против людей. Но время моего пребывания у бабушки истекало, и я предложил продолжить разговор в следующий приезд. Бабушка взялась за дело, поставила банку у окна и начала читать наговор. После всех манипуляций опять стала пристально смотреть в воду. «А у тебя мать живая?» – спросила она. «Да, живая», – ответил я. Спрашивала она это и в первый мой приезд, и в последующий, и в третий. Тогда я не придал этому значения. Моя мама тогда была жива и здорова. Потом, спустя некоторое время, до меня дошло, что бабуля видела все, что должно было случиться, просто не стала мне об этом рассказывать. Бабушка перевела свой взгляд на меня и, улыбнувшись, сказала: «Да, тебе уже немного лучше». Да, мне действительно было лучше. Я попрощался с бабой Наташей и двинулся в путь. По дороге от двери до калитки я опять проморгал собачку, и она ловко тяпнула меня за другую ногу. На улице поднял штанину и посмотрел, прокусила таки, и опять щиколотку. Но желания порвать ее на 100 маленьких собачек у меня уже не было. Во время приема водицы из 2-го баллона визиты ночных гостей прекратились, и больше я их не видел никогда. Время шло, а с нетерпением ждал, когда снова окажусь у бабули в гостях. Очень мне понравились ее рассказы, и в голове вертелась масса вопросов, которые я хотел ей задать. Чем меньше водицы оставалось в баллоне, тем лучше я себя чувствовал. Я становился более рассудительным, стал обращать внимание на то, чего раньше не замечал, по-другому стал смотреть на людей. Похоже, лютая злоба постепенно покидала мою душу, освобождая в ней место для новых чувств. И вот, наконец, настал вечер того дня, когда я должен был снова оказаться в доме у бабы Наташи с 3-м баллоном воды. После работы заезжаю домой, наливаю воду и в путь. И вот я опять стучу в ее калитку. В доме открывается дверь, и Наталья, призывно махая рукой, кричит: «Заходи, заходи!» В 5 шагов оказываюсь в доме, чтобы не встретить с проклятой собачкой. Бабкиной радости нет предела.
Ну как ты?» «Мне намного лучше, бабушка». «Ну давай посмотрим, что у тебя прошло, а что нет», – сказала бабуля, ставя банку ближе к окну, и попросила меня помолчать. После всех действий с баллонов сказала: «Тебе уже хорошо. Выпьешь еще этот баллон, и все пройдет». На плите закипал чайник, а мы со старухой сидели за маленьким столиком, и я спрашивал, что же она там видит в водице-то. «Все вижу», – сказала Наталья. «Порченных, больных, одержимых, того, кто навел недух. И за какие дела навел? Вижу, чем человек грешит, кого обидел. Много там всего видно, всегда по-разному. Так просто не расскажешь. Надо видеть это, чтобы понять». И, посмотрев на меня, бабка угадала, о чем я подумал, и сказала: «Ты не сможешь ничего увидеть, тебе не дано. Тем, кто может видеть, я всегда даю смотреть, чтобы знали, кто им навредил». «И много таких, кто может?» – спросил я. «Много, очень много. Считай, каждый третий. Родственникам там своих узнают, любовниц, соседей. Ближайшее будущее человека иногда видно». И я в шутку сказал: «Вот было бы интересно узнать, когда я женюсь». Баба Наташа заулыбалась и взяла меня за руку, повернула ее ладонью вверх и поднесла к своему лицу. «Не скоро ты женишься», – сказала Наталья. «Будет у тебя скоро девка, любить будешь очень. 2 с лишним года встречаться будете, но она не твоя. А женишься ты почти в 29. Жена у тебя высокая будет, с темными волосами, людей лечить будет. Она уже рядом». «Как рядом?» – спрашиваю бабку. «Мне до 29 еще 8 лет». «Не знаю как, но она рядом», – сказала бабка. «Проживете вы с ней 6 лет, будет у вас сын. Жить будете плохо. А вот твоя вторая жена». И бабуля, тыча пальцем мне в ладонь, стала рассказывать про вторую жену. Я слушал ее, и мне казалось, что она меня разыгрывает. А бабка рассказала мне всю мою будущую жизнь. Какие и во сколько лет будут радости и невзгоды, и во сколько лет закончу жизненный путь. И, наверное, чтоб я не сомневался в сказанном, Наталья рассказала мне про мое прошлое. Абсолютно все, упомянув даже такие события, о которых я и сам почти забыл. Не знаю, каким словом это назвать. Гадание? Но гадание от слова «угадывать», а бабка не угадывала. Она рассказывала так, как будто книгу читает. Тем вечером мы долго проговорили с ней на эту тему. Наталья рассказывала, что человек на самом деле умирает не от болезней, а от того, что предназначенные ему в этой жизни дела закончены, и Господь забирает его. Но бывает и такое, когда чертушки сводят человека в могилу, потому что непрестанно следят и ждут часа, чтобы погубить человека. С таким смертям относятся бравада. Пьяные драки, неоправданный риск жизнью и шуточки типа «пойду повешусь», которые впоследствии заканчиваются реальным самоубийством. Говорила также, что будущее изменить невозможно, потому что написано оно прежде с рождения человека. На часах было около 10 вечера. Впереди были еще дорога, и надо было ехать домой. Этот визит к Наталье должен был стать последним. Но, обываясь на пороге дома, я пообещал ей, что буду заезжать проведывать. Бабуля была этому рада и, попрощавшись у дверей, попросила захлопнуть калитку. Уже у калитки я вспомнил про собачку и быстро оглянулся по сторонам. Во дворе горел свет, собака сидела у колодца и смотрела на меня равнодушным взглядом, как будто меня совсем нет. Всю дорогу до дома я думал о сказанном Натальей, точнее сказать, о предсказанном. Сначала это была какая-то радость, как же здорово было все знать. Но, забегая вперед, скажу, все больше и больше бессонных ночей я проводил в раздумьях на эту тему и сделал для себя открытие, что память человека достаточно серьезная штука, и все предсказанное мне Натальей я уже никогда не смогу забыть, и от этой памяти уже не избавишься. Так сознаниями о своей судьбе я приобрел великие раздумья и печали. С тех пор прошло уже 15 лет, и все, что должно было произойти к этому времени, произошло. Наталья не ошиблась ни в чем. И еще, насчет жены, которая будет не скоро, но уже рядом.
Оказалось, что мы с ней жили друг от друга в 100 метрах и учились в одной школе. Третий баллон воды подходил к концу, и я чувствовал, что становлюсь другим человеком. И вот в один день, когда я находился на работе, случилось это. Я работал на станке, в цеху было шумно, и я себе под нос напевал. Как вдруг я почувствовал себя очень плохо, сильно заболел живот. Было такое ощущение, как будто кто-то хочет вырвать мне все кишки. Далее произошло и вовсе невероятное. Я вдруг увидел себя сверху, увидел, как я стою у станка и работаю, и в то же время я ощущал себя в теле. Как бы раздвоился, что ли. Потом та часть меня, которую я видел себя сверху, оторвалась от меня и исчезла. А я, настоящий я, остался в своем теле и продолжал работать. Все это произошло довольно быстро, примерно за 3-4 секунды. Я все бросил и быстро пошел на улицу. Сердце бешено колотилось, руки тряслись. На улице как раз закончился дождь и светило солнце. Такого яркого солнечного света я не видел никогда. Мне пришлось отойти в тень, и мои глаза минут 5 привыкали к свету. Для остальных людей, которые находились в тот момент на улице, ничего необычного не происходило. Просто с моих глаз сошла какая-то пелена тумана. Я вдруг увидел, какое на самом деле яркое голубое небо у меня над головой. Как красиво колышутся зеленые листья на деревьях, как громко поют птицы, как нежно ласкает теплый летний ветерок, и как необычно чист воздух после грозы. Меня переполняла масса чувств. Я вдруг понял, что люблю всех на белом свете, что люблю это удивительный красивый мир. И вместе с тем было осознание сильнейшей вины перед теми, кто меня окружал. Такое сильное, что хотелось выть волком и на коленях просить у всех прощения. И я решил пойти полчасика посидеть в своей машине, чтобы успокоиться и немного привыкнуть к своему новому состоянию. Это было состояние душевной эйфории и равновесия. И даже кот, который сидел на крыше моей машины и истоптал своими грязными лапами весь капот, вызвал у меня радость и умиление. И осознание того, что и он, засранец, является неотъемлемой частью этого прекрасного мира и создан по воле Божьей. То, что произошло со мной в этот день, я назвал освобождением. Конечно же, мне хотелось скорее проведать Наталью и рассказать о том, что со мной произошло. И я в первый же выходной поехал к ней в гости. Я обнимал бабку и целовал ее в щеки. Такая сильная была моя благодарность ей. А Наталья сказала: «Ну вот видишь, я же тебе говорила, что все будет хорошо. Своими плохими мыслями, своим постоянным отчаянием и недовольством жизнью ты сам впустил этих чертей в свою душу». Так я стал частым гостем в бабушкином доме. Иногда возил ее на базар, ездил в аптеку, помогал подмести двор и набрать воды из колодца. В один такой мой приезд я застал Наталью в глубокой печали. На мои расспросы, что случилось, она рассказала, что ночью в огороде за двором у нее выкопали почти всю картошку. Я выглянул в окно, и вправду кто-то хорошо потрудился. Большая часть огорода была выкопана. «Это алкаши», — сказала Наталья. «Какие алкаши?» — спросил я. И она поведала, что через 2 улицы от нее есть притон, где со всей округи собираются алкаши и наркоманы, и нет от них житья всей округе. Милиция приедет, разгонит их, и на этом все. Хозяин этой пьяной хаты бабку знал хорошо. Картошку, видимо, выкопали какие-то залетные. Еще я узнал, что у Натальи был сын, что 2 года назад он сгинул со свету в этом притоне. Теперь уже я успокаивал бабку. Пообещал ей в следующий приезд привезти 2-3 мешков картошки. Было уже начало сентября, и на трассе фермеры торговали хорошей картохой. На обратном пути решил и проехать мимо этого притона. Интересно было посмотреть, что ж там такое. Этот двор я заметил сразу. Покосившаяся хата в зарослях бурьяна, забор местами отсутствовал. У алкашей действительно был какой-то праздник. Человек 5 лежали в повалку под деревом и спали тяжким алкогольным сном.
Те же, которые были еще в сознании, сидели на лавке и передавали из рук в руки большую эмалированную кружку, предварительно отхлебнув и поморщившись. Но бабкина картоха счастья им не принесла. Примерно через неделю местная газета написала о кровавой резне, которая произошла в этой хате. Из-за чего она произошла, было неизвестно. Может, пойло не поделили, может, белочка накрыла. Хозяин той хаты схватился за нож и 4 своих собутыльников спровадил на тот свет. Когда милиция зашла в дом, он и на них набросился с ножом. И молодой лейтенант с пистолетом Макарова записал его в книгу жизни за номером будущего века. Так не стало больше в бабкиной станице притона. Уже была зима, а я все так же навещал Наталью, приезжая к ней, когда выдавалось свободное время. Мы засиживались на кухне, за маленьким столиком, пили чай и вели беседы. В основном я задавал вопросы, а Наталья на них отвечала. Что только я не спрашивал у бабки. Про летающие тарелки, круги на полях, откуда берутся, зачем появляются и так далее и то прочее. На любые вопросы про всякую чертовщину у бабки был исчерпывающий ответ, но на некоторые она не отвечала. Говорила, что моему разуму ни к чему такие открытия. Иногда Наталья снилась мне в кошмарных снах. Практически всегда это был один и тот же сон. Небо было затянуто темными тучами, дул сильный ветер, из деревьев летели листья. Я стоял возле ее двора, ставни на доме сильно хлопали от ветра. Дверь была открыта, и на пороге стояла Наталья с растрепанными волосами и рваной грязной одежде. Она настойчиво звала меня зайти к ней. Лицо у нее было очень злое, я чувствовал опасность, исходящую от нее. Но каким-то чувством понимал, что со двора она выйти не может, что-то ее не пускает. Но иногда она становилась невидимой и гналась за мной. Я убегал и слышал за спиной топот ее ног и дикий смех, но схватить меня у нее никогда не получалось. После таких снов я просыпался в холодном поту, и полдня меня мучил какой-то страх. Помню, как-то на работе у нас начались серьезные проблемы. Участились кражи дорогостоящего сырья. Пропажи были и раньше, но не такие серьезные. Вдобавок ко всему, кто-то еще начал чистить карманы в раздевалке. В коллективе чувствовалось сильное напряжение. Все подозревали друг друга. А недостачу сырья шеф раскидывал на всех, вычитая у каждого из зарплаты определенную сумму. От этого недовольства людей было еще сильнее. Своими переживаниями я поделился с Натальей. «Привези мне фотографии», – сказала бабка. Фотографии с работы у меня и вправду были. Новогодние корпоративы и прочие праздники мы отмечали всем коллективом, поэтому фоток было предостаточно. Выбрав наиболее подходящие, я привез их Наталье. Она внимательно их посмотрела и указала на несколько человек. Это они воруют. Но одного из них выделила как наиболее активного. Сказала, что он игрок. Деньги нужны на игру. Я никому не собирался ничего рассказывать, просто для себя сделал заметочку. Стал повнимательнее присматриваться к этим людям. В итоге в скором времени тот, который был игрок, все-таки попался. Поймали, как говорится, за руку, так что не отвертишься. Что было дальше, писать не имеет смысла. Кражи прекратились. Конечно же, когда я узнал, что Наталья по фотографии может рассказать, чем дышит человек, то сразу хотел перетаскать к ней весь семейный альбом. Но Наталья сразу остановила этот мой порыв. Наверное, тогда она все поняла по моим горящим глазам. «Это не игрушки», – сказала она. «Никогда не пробуй заниматься этим или чем-то подобным». И потом долго и интересно стала рассказывать, что бывает с людьми, которые лезут туда, куда лезть не положено. Особенно запомнился один ее рассказ. Пришла однажды к Наталье женщина и, рыдая, стала рассказывать, что она пробовала заниматься магией. Магой, как говорила бабка. Разными гаданиями на картах, вызыванием всяких духов и прочей дребеденью. В общем, довызывалась она до того, что эти духи поселились у нее в доме. Дальше стало хуже.
Духи ночами стали душить тетку, требуя какой-нибудь работы. И если у тетки не находилось работы, они жестоко ее избивали и переворачивали в доме все вверх дном. Помочь ей бабка отказалась. Сказала, что дело очень серьезное, и чертушки не дадут этой женщине от них избавиться. Навещая бабулю, я все чаще заставал ее в лежачем положении. У нее болели ноги и спина. Время брало свое. Мы разговаривали с ней за жизнь, обсуждали разные события. Иногда я изливал ей душу, делился своими переживаниями, и она всегда давала мне советы. Многое из того, что она рассказывала мне, тогда было для меня непонятным. Смысл этих рассказов доходит до меня даже теперь, как привет из прошлого от Натальи. Вообще, к ней приезжало немало народу. Частенько я заставал в ее доме болящих. Судя по номерам машин, люди приезжали даже из соседних областей. Но в наших краях бабку почему-то практически никто не знал. И почему в свои собеседники она выбрала именно меня, а не кого-то другого? Конечно, намного проще за ее помощь дать денег и сказать «до свидания». Может быть, потому что я поступил по-другому. Или она разглядела во мне что-то, что было известно только ей одной. Это навсегда останется для меня тайной. Как и то, кто же на самом деле была Наталья. А продолжение этой истории будет в следующем видео. Ссылка на него будет в описании под этим видео.